Хамзат Чимаев после выигрыша в UFC в Абу-Даби обратился, стоя на ринге, к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ему отправиться в Палестину. Сделал он это на чеченском языке. Но в то же время на русском языке, на том же ринге, он призвал к миру и порядку между иудеями, мусульманами, палестинцами и вообще в общем. Но на чеченском языке он попросил Рамзана Кадырова, которому он, по его словам, дал присягу, дал байат, позволить ему поехать в Палестину защищать палестинский народ. Ну, это как минимум смешно, потому что Хамзат Чимаев не может, будучи в мусульманской стране, заступиться за Палестину на русском языке, зная, что его переведут. Он это сделал на чеченском языке, тогда, когда на русском сказал, что все должны жить дружно, ну, повел себя как кот Леопольд. И вопрос Хамзату Чимаеву: а зачем тебе вообще разрешение Рамзана Кадырова? Кто такой Рамзан Кадыров, чтобы он тебе давал разрешение? Ты скажешь, что ты дал ему присягу или байат. Хорошо, ты дал ему присягу и байат недавно. А до этого что тебе мешало? Или тогда не было там конфликта? Почему ты тогда туда не поехал? Да потому что тебе всегда было наплевать. Наплевать не в том плане, что тебя это не волнует. Возможно, тебя это волнует. Но наплевать тебе было и остается в том плане, чтобы предпринимать какие-либо действия, где тебе придется рисковать своим положением, возможно, своей жизнью, имуществом, здоровьем и так далее. Ведь если бы ты действительно хотел бороться за справедливость, защищать угнетенных, у тебя есть и была и остается возможность это делать хотя бы в отношении чеченского народа, который также находится в угнетении. Почему ты этого не делал? Почему ты даешь байат и присягу человеку, Рамзану Кадырову, который по указке кремлевских властей уничтожал и уничтожает мусульманский народ оккупированной Чечни? Рамзан Кадыров лично пытал людей, и ты это знаешь. Они убили Беназиру Хамидову, беременную девушку, женщину, около 32-33 лет, вместе с ее мужем, с братом ее мужа. Около 14 человек их убили. Пытали, очень жестко пытали. Ей вспороли в живот и ее убили. Почему ты не заступился за нее? Ведь ты знаешь, что это было. Почему ты подаешь присягу тому, кто пытал ее мужа у себя в резиденции? Током пытал Ислама Исаханова. Его звали также Мухаммад Исаханов. Почему? Да потому что тебе плевать и чихать на трудности и тягости кого бы то ни было, мусульман либо не мусульман. Это обычный популизм, это дешевые слова. Потому что если бы ты действительно что-то хотел сказать, ты бы это сказал на русском языке. Но на русском языке ты этого не сделал, потому что ты боялся элементарной дисквалификации из UFC и проблем, связанных с этим. Потому что ты знаешь, что есть израильское лобби и многие чиновники, и в том числе в Соединенных Штатах Америки, которые будут давить на этот промоушен и будут пытаться тебе создавать проблемы. Вот твое истинное лицо. Почему ты не выступил против России, когда она поддерживала и до сих пор поддерживает угнетение уйгуров, мусульман, которых притесняет Китай? Ведь Россия это поддерживала. Россия говорит, что это неправда, а мы знаем, что это правда. Несколько миллионов человек находятся в фильтрационных лагерях по перевоспитанию, где их заставляют отрекаться от религии и принимать атеизм и китайское атеистическое мировоззрение. Это терроризм атеистов, который там происходит. Забирают их детей, сотнями тысяч передают в китайские семьи и заставляют их полностью отказываться от культурного наследия уйгуров. Почему ты не заступился за это? Почему ты не осудил Рамзана Кадырова? Ведь именно к Рамзану Кадырову приезжали китайцы, и он их учил, как бороться
против так называемого терроризма. И сразу же после того, как они уехали, они организовали вот эти фильтрационные лагеря, где инструкторами у них были российские ФСБшники и вот эти вот марионетки кремлевские в виде кадыровцев, которые тоже ездили в Китай и показывали китайцам, как нужно бороться против мусульман. То есть в том случае, как нужно бороться против уйгуров. Почему ты не заступился за мусульман Сирии, когда сотни тысяч мусульман было уничтожено, включая мужчин, женщин и детей, российскими бомбами, ракетами и башаро-асадовскими террористами? Почему ты тогда ничего не сказал? Почему ты туда не захотел поехать бороться против России? Почему ты сегодня поддерживаешь оккупацию Северного Кавказа? Почему ты даешь присягу человеку, который стоит по шею в крови собственного народа? Имеется в виду Рамзану Кадырову и другим марионеткам. И если уж тебе очень сильно хочется, почему бы тебе не просто оставить его и без разрешения туда поехать? Почему нет? Почему ты слово тогда не скажешь, что Россия запрещает в России поддерживать палестинцев, устраивать демонстрации? Ведь вы говорите, что Россия якобы поддерживает Палестину. Но это ложь, потому что хотя бы в том же Дагестане дагестанские менты разгоняют людей, которые выходят в поддержку Палестины. Они их разгоняют, они им запрещают. В оккупированной Чечне, где правит твой падишах Рамзан Кадыров, запрещается мусульманам выставлять флаги палестинской окраски в своих окнах и так далее в селах. Об этом распространяют сотрудники распространяют аудиозаписи. Assalamu alaikum. Već žodija što humadoj mokštu lardoj samo dušano jutro dušu skove. I Palestin flagjat وقويري أنا مش نستطيع شوات عشواتين نستطيع متكشي بو ويرت ديك يرتو ويرت ديك ناخبو وصل ناخبو ديك وجري بو ويرت اشتم خليشياتشون وين لقر دون ده حمق واشتغلشي دق ويتدش عن دول اللي بقى عمردش اسمه ده يعجبه التعارش. Так почему ты там ничего не хочешь сказать? То есть мусульмане должны якобы получить разрешение. От кого? От Рамзана Кадырова, который предал свой народ, который пытает свой народ. Кто он такой? Он никто и ничто. Он предатель. Почему ты слова не хочешь сказать в защиту тех мусульман, которые сегодня сидят в российских тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам? Сотни и тысячи. Только согласно правозащитным организациям из Чечни, только из Чечни около 25 тысяч человек сидело и сидит до сих пор по сфабрикованным уголовным делам. Только из Чечни, начиная примерно с 2000 года. 25 тысяч человек, там женщины, мужчины, там парни, девушки, которым было по 17, по 18 лет, которых ловили, пытали, издевались, вырывали ногти. И делали это кадыровцы. Делал это лично Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Адам Делимханов. Почему ты слова там не скажешь? Потому что ты раб. У тебя нет ни чести, ни достоинства. Я не говорю, что ты не смело выйти с кем-то один на один. Нет. У тебя нет смелости выйти против системы. Ты трус. Ты лицемер. И лицемеры твои вот эти вот падишахи и твои вот эти те, кому ты даешь присягу. Посмотри вот на эту фотографию. Это мусульманин, человек, называющий себя мусульманином, если так более точно выражаться. Он служит в израильской армии. И кроме него там есть бедуины, арабы, которые называют себя мусульманами. Есть палестинцы, которые постятся в месяц Рамадан, которые совершают пятикратный ежедневный намаз. Но они служат в израильской армии, в полиции, в ее структурах. Кто они, по твоему мнению? Вот тебе вопрос, Хамзат Чумаев. Они являются предателями?
Это люди, подчеркиваю, которые помогают Израилю оккупировать территории мусульман, в данном случае территории Палестины. Они являются предателями. Если они являются предателями, то кем являются чеченские, ингушские, дагестанские менты, росгвардейцы, ФСБшники, ЦПшники, ППСники, ДПСники, гаишники, судьи, прокуроры, российские, кавказские политики. Кем они являются, вот эти военные солдаты, которые, будучи из народов Северного Кавказа, называя себя мусульманами, помогают России, служа в ее структурах, устанавливать у нас оккупационный режим на наших землях. Так же, как Израиль оккупирует земли Палестины, так они помогают оккупировать земли Северного Кавказа, наши земли. Кому? России они помогают. Чем отличается вот этот вот человек, которого ты видишь на экране, который служит в израильской армии и совершает намаз, от человека, который служит в российской армии и тоже совершает намаз? Чем он отличается? Объясни, пожалуйста. Ничем. И этот, и тот предатель. Это я тебе сразу же отвечаю. И Рамзан Кадыров тоже предатель. Представь себе, что в Палестине появляется некий муфти, который говорит: нам нужно сохранить мир с Россией, нам нужно теперь спасти палестинский народ, и он переходит вместе со своими сторонниками на сторону Палестины, на сторону, Израиля, и помогает убивать своих вчерашних соратников, то есть тех, которые с ним не согласились. И они в итоге побеждают и уничтожают весь сектор Газа, все, и все находится под оккупацией Израиля. Представь себе такое. И представь себе, что Израиль берет этого муфтия, его сына, и ставит на территории сектора Газа своим наместником. Но уже это будет территория Израиля, оккупирована, очередная оккупированная территория Палестины. Каков статус этого муфтия и его сына будет? Он предатель или нет? Я знаю, что ты знаешь, что он будет предателем. Так чем отличается Ахмад Кадыров и Рамзан Кадыров, которые сделали ровным счетом то же самое? Чем отличаются ингушские менты? Представь себе палестинских имамов. Неважно, будь они салафиты, будь они суфисты, которые скажут: нет, Израиль имеет право на это. Или они скажут: мы слабые, мы должны покориться Израилю. Израиль покоряет эти территории. И затем они выдают фетвы палестинцам, чтобы те палестинцы служили в армии Израиля, в полиции, в спецслужбах и так далее. Каков статус этих имамов? Они предатели? А теперь, каков статус тех же имамов, будь то суфистов, салафитов, которые дают такие же фетвы, находясь в Ингушетии, в Дагестане, в Чечне, и говорят: вы имеете право работать в ФСБ, вы имеете право работать гаишником. Сунната дуахшояхш. Ингушетия ишбали. А нохчичуа ишбалаха суннату ашлилу аштекшу баку юбош. Чем они отличаются? Объясни-ка мне, Хамзат Чимаев. И этот вопрос, все эти вопросы я адресую не только Хамзату Чимаеву, но тем же имамам из Ингушетии, будь то салафитов или суфистов, из Дагестана, из Чечни. Почему сегодня в России запрещают демонстрации в поддержку Палестины? Не только в Москве, в Питере, а именно на Северном Кавказе. Почему запрещаются? И даже если там разрешат это, то почему запрещается поддерживать других мусульман? Почему Россия сегодня уничтожает уйгуров, уничтожает сирийский народ, уничтожает мусульман Северного Кавказа, уничтожает мусульман оккупированного Крыма, где крымским татарам дают по 15, по 20 лет по сфабрикованным делам, разрушают мечети России на территории России, сажают имамов, убивают, расстреливают, подбрасывают наркоту, оружие и так далее. И вся власть в этом замешана, включая Путина, включая все вот это кремлевское его окружение, и включая местных марионеток из числа местных чиновников
из числа местных сотрудников, которые также постятся, совершают намаз и так далее. Чем вы отличаетесь вот от этого араба, палестинца, бедуина, мусульманина, человека, считающего себя мусульманином, но служащего израильской армии? Ничем вы не отличаетесь. Вы такие же, как и он. Вы предатели. Поэтому вы не имеете права вообще что-либо говорить о защите Палестины. Потому что вы, находясь там, являетесь предателями, служа этой России. Я сейчас уже не говорю об обычном народе. Я именно имею в виду людей, которые поддерживают этот оккупационный режим и служат ему. Поэтому, если, Хамзат Чимаев, ты хочешь куда-то ехать, езжай, не нужно спрашивать Рамзана Кадырова. Я нахожусь сегодня в Европе, я нахожусь на Западе, и я говорю открыто, ведь мой канал мониторят. Я говорю, что Израиль является оккупантом. С самого начала вот этого нового витка конфликта, с 7 октября 2023 года, мой канал переполнен этой темой, где я открытым текстом говорю, что Израиль является оккупантом. Покажите мне вы, имамы Ингушетии, Дагестана, салафитские, там, суфийские, имамы Чечни, сотрудники Ингушетии, Дагестана, Чечни и других регионов, тот же Хамзат Чимаев, где вы называете Россию оккупантом. Покажите мне это. Вот один момент где-нибудь покажите, где вы это открыто называете. Где вы говорите и осуждаете ее преступления. И где вы говорите, что мы должны деоккупироваться. Нет, потому что вы такие же, как и они. Вы не имеете морального права сегодня заступаться за Палестину. Потому что в точно таком же вопросе вы себя показали лицемерным образом. И, наверное, сейчас кто-то скажет, а чем тогда отличаются мусульмане, кавказцы, которые сегодня воюют в Украине против России? Ведь Украина, скажут они, поддерживает Израиль. Мы знаем, что Украина поддерживает Израиль кощунственным образом. Смотрите, какие слова я подбираю. Кощунственным образом. Несправедливым образом. Мы знаем, что и Запад таким же кощунственным образом поддерживает Израиль. Хотя не все страны Запада, но все-таки. Но при этом, чем отличаются мусульмане Кавказа, которые воюют в Украине против России, от вас, предателей, которые воюют за Россию, как дважды два. Очень просто. Мы боремся за деоккупацию наших земель, чтобы разбить, ослабить Россию и вернуться к себе домой, на наши мусульманские земли на Северном Кавказе, чтобы жить там по своим порядкам, согласно своим законам, деоккупировать их. Мы не боремся там, чтобы привести туда Украину, либо Америку, либо там еще, не знаю, Германию, Польшу и так далее, чтобы они там властвовали. Нет, мы боремся там, чтобы деоккупировать эту территорию от каких-либо внешних сил и жить там, как нам захочется, согласно нашему мировоззрению, согласно нашим законам. А вы боретесь, чтобы установить там российский закон, чтобы установить там российскую диктатуру, российский преступный оккупационный режим. Так же, как и вот этот вот человек, называющий себя мусульманином, будучи там арабом, палестинцем, и многие другие, он же там не один, борется ради того, чтобы Израиль оккупировал земли Палестины, чтобы укрепить оккупационный режим Израиля на землях Палестины. Вы, Израиль и Россия, это одно и то же. Нет никакой разницы между ними. Палестинцы, арабы, так называемые мусульмане, которые служат в армии и структурах Израиля, и вы, которые служите в армии и структурах России, военных структурах, вы тоже одно и то же. Вы марионетки, вы предатели. Заметьте, здесь стоит Россия, Израиль, здесь стоят предатели. Вы, служащие России, и вот эти так называемые мусульмане, служащие Израилю.
А мы боремся, чтобы деоккупировать наши территории. А вы боретесь ради того, чтобы оккупировали наши территории. Вот какая разница между нами и вами. Мы не боремся ради того, чтобы жить в Украине и служить в ее структурах, и даже после распада России, чтобы там жить и поживать, так сказать. Нет, мы хотим оттуда уехать. И даже с этого Запада мы хотим вернуться обратно домой. Вот ради чего мы боремся, будь то словесно, будь то вооруженно, будь то информационно, неважно. Вот какая между нами и вами разница. И вы это сами понимаете. Ты, Хамзат Чимаев, это прекрасно понимаешь, потому что ты не считаешь джихадом войну, воевать за Россию против Украины. Ты об этом не говоришь, потому что ты раб, ты кремлевский раб. Ты марионетка. Ты марионетка марионетки, если это быть точным. Ты не марионетка Путина. Ты марионетка марионетки Путина. И ты знаешь, что ехать в Украину, воевать за Россию, это плохо. Что ты не хочешь там погибать. И это знает и Кадыров знает, и его муфти, вот этот Салах Межиев знает. Все знают. Но они все равно туда призывают и говорят, что это джихад. Сами, конечно, туда не едут, своих сыновей, детей туда не отправляют, родственников, двоюродных братьев туда не отправляют, Магомед Даудов, они туда не едут, но говорят, потому что они предатели, им нужно это делать. Они живут этой жизнью ради довольства своих хозяев. А ты живешь ради довольствия этих марионеток. У тебя нет достоинства. Как я сказал, ты можешь выйти с кем-то один на один, и у тебя, наверное, будет смелость это сделать. И, возможно, ты выиграешь один против двоих, против троих. Но это не та смелость, о которой мы говорим. У тебя нет смелости выйти против системы. Не зря ведь говорится в исламе, что самая большая степень мученичества – это когда человек говорит несправедливому правителю в лицо правду, зная, что он не уйдет оттуда живым, зная, что ничто ему, кроме Всевышнего, не поможет. И ты как раз-таки этот момент не соблюдаешь. Это касается, кстати, не только Чимаева, здесь нужно справедливости ради сказать, и других бойцов UFC, различного рода ММА, которые борются за Россию, поднимают пальцы вверх за Россию. Это касается тех сотрудников, которые всему этому переживают и так далее. Вот такие дела. Так что, Хамзат Чимаев, езжай, если ты хочешь очень ехать, езжай. Не надо просить Рамзана Кадырова, просто собери свои вещи и езжай. У тебя есть для этого и деньги, и связи, все, что есть, все, что нужно, у тебя есть. Это касается также и других вот этих бойцов, которые развлекают публику.